Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Verdict, и ко мне на обзор наконец-таки пришло устройство нового типа. Таких устройств у меня еще не было. Это электронный стабилизатор или же гимбал, модель Zhiyun Smooth Q. Сразу говорю, что конкретно эта модель создана в первую очередь для телефонов, однако к ней все же можно прикрутить, например, ту же экшн-камеру и некоторые другие вещи, но об этом чуть позже. Итак, поехали. Начнем прежде всего с комплектации. В магазине можно выбрать один из нескольких вариантов, и я расскажу о том, который пришел мне. Во-первых, устройство поставляется в фирменной коробке, и в ней мы видим отличный противоударный футляр для стабилизатора, в котором он собственно и хранится, поэтому за транспортировку можно не переживать. Отдельно находится ремешок для удобного ношения этого самого футляра, и также есть маленькая коробочка, в которой я обнаружил миниатюрную светодиодную панель для телефона. Собирается она вот таким образом и имеет трехпозиционный переключатель. Выключенное состояние, слабое освещение и сильное освещение. Для своего размера светит она вполне пригодно, и далее в тестах я еще более подробно покажу это. Крепится она очень удобно на простую клипсу с прорезиненными ножками, а заряжается от порта microUSB. Также в коробке есть два проводка для зарядки этой самой подсветки и для зарядки самого стабилизатора. И это еще не все. В комплекте также идет металлическая раздвижная тренога очень хорошего качества, на которую можно поставить стабилизатор и использовать его как штатив. Плюсом к этому в комплекте есть специальное крепление для использования этой треноги в качестве штатива уже без использования самого стабилизатора. Ну и завершающим бонусом является наличие пакетика с комплектом для чистки оптики. Перчаточки, платочки и кисточка и все в этом духе. В общем, много чего интересного, но нас интересует прежде всего стабилизатор. Давайте осмотрим его. Сам стабилизатор не очень большого размера, очень хорошо собран, конструкция из металла и пластика, а поверхность приятная на ощупь и не скользит. На боковой панели находится microUSB порт для зарядки стабилизатора, и заряжать его, кстати, можно во время работы. Плюсом к этому на задней части ручки внизу под заглушкой находится USB порт, который позволит заряжать ваш смартфон прямо во время съемки. То есть стабилизатор выступает в роли пауэрбанка, но с некоторыми оговорками, о которых чуть позже. На нижней грани расположена резьба стандартного диаметра, аналогичная той, что расположена внизу камер и фотоаппаратов, для накручивания на штативы, треноги и прочее съемочное оборудование. Теперь же о панели управления. Тут расположена кнопка включения и выключения, она же кнопка начала записи или съемки фото. Выше нее кнопка мод для выбора режима работы стабилизатора. Правее них переключатель для зума и для смены камеры. А выше всего этого большой джойстик, который необходим для управления наклонами и поворотами, но об этом чуть позже. Сам стабилизатор трехосевой. Телефон зажимается в нем в прорезиненной области в двух положениях, в вертикальном или горизонтальном. И тут как раз таки о тех самых оговорках. В случае с крупными телефонами возможны некоторые проблемы. Например, телефон может зацепляться за различные элементы стабилизатора и также может не попадать непосредственно в пазы для него. А при стандартном расположении телефона порт зарядки будет попросту перекрываться одной из граней. Поэтому эти моменты также стоит учитывать. Однако здесь есть и плюсы. Например, такое крепление позволяет смещать телефон немного выше или ниже, что позволит избежать тех самых зацепов. И само крепление очень тугое, и оно исключит выпадение телефона даже в случае, если он полностью не вошел в пазы. Для того, чтобы провести начальную калибровку, необходимо выровнять положение вашего смартфона в плоскости второй оси вот этим винтом. Раскручиваем, находим состояние равновесия и вновь закручиваем. Все, на этом стабилизатор готов к работе, и теперь после уже размещения телефона включаем сам стабилизатор, и он автоматически выравнивается. И, кстати говоря, по поводу устройств, которые можно использовать с этим стабилизатором. Дополнительно к нему продается специальное крепление для того, чтобы можно было бы закрепить экшн-камеру. Однако на самом деле я думаю, что экшн-камеру можно зафиксировать и без переходника, однако у меня ее, к сожалению, нет, и показать я вам это не могу. Теперь что касается характеристик. Аккумулятор дает возможность стабилизатору проработать до 8-12 часов. Температурный диапазон, при котором можно использовать стабилизатор, от минус 10 до плюс 45 градусов. И при этом вес телефона со всеми примочками должен быть не более 200 грамм, что позволяет на самом-то деле использовать практически любой смартфон, даже с дополнительными объективчиками и подсветкой. У стабилизатора есть 4 режима работы, которые можно выбрать кнопкой мод. Одно нажатие – это слежение по горизонту. В этом режиме управление осуществляется поворотом рукоятки.
При повороте вправо стабилизатор поворачивает телефон вправо и наоборот. Положение же вверх-вниз изменяется с помощью джойстика. Второе нажатие по кнопке мод — это блокировка всех осей. При этом, как бы вы ни двигали ручкой, телефон будет смотреть исключительно в одну сторону, и все его повороты и наклоны будут контролироваться только с помощью джойстика. При двойном нажатии включается режим полного слежения, где все повороты осуществляются наклонами стабилизатора. И да, кстати говоря, для вертикальной съемки не обязательно сам телефон располагать в вертикальном состоянии. Достаточно просто повернуть рукоятку на 90 градусов в одну из сторон, и телефон автоматически перейдет в горизонтальный режим. И последний режим — тройное нажатие, после чего стабилизатор автоматически разворачивает телефон в вашу сторону. Однако это еще не все. Для того, чтобы воспользоваться остальными функциями стабилизатора, необходимо скачать официальное приложение для него. Запускаем его, и слева, помимо кнопки записи, переключения на фронт-камеру и прочего, есть кнопка прицела. Нажимаем на нее, выбираем область слежения, и вуаля, стабилизатор будет сам следить за вами или объектом, который вы выбрали, и поворачиваться в нужную сторону. Работает эта штука довольно неплохо, плавно и практически не теряет объект из вида. Теперь пройдемся по правой стороне. Справа наверху находятся настройки, где в разделе «Камера» можно выбрать качество записи видео и время для одной фотографии при режиме панорама, о котором чуть позже. В разделе «Калибровка» можно откалибровать как уровень устройства, так и его моторы. В разделе «ПТЗ» можно настроить различные значения, например, скорость изменения градусов наклона, мертвую зону, сглаживание, а также инвертировать направление джойстика. Притом после вы можете сохранить этот пресет для быстрого выбора. И далее идут чисто информационные разделы. Следующим пунктом идет возможность выбора обычной или панорамной съемки, которая представлена в нескольких режимах: 180 градусов, 330 градусов и создание так называемого большого фото из фотографий. Панораму стабилизатор делает полностью в автоматическом режиме, так что достаточно лишь неподвижно его зафиксировать. Далее идут уже привычные настройки для камеры: разрешение, баланс белого, режим фокуса, вспышка и сетка. В последней же части меню, в первом пункте, вы можете выбрать один из нескольких режимов настроек. Два предустановленных режима для ходьбы и велосипеда, и как раз таки те, которые вы сохранили пресетами ранее. Во втором пункте вы можете выбрать режим, в котором вы используете телефон, а его можно использовать как устройство, на которое вы снимаете, либо же как устройство для удаленного управления стабилизатором, если вы, например, снимаете на другой телефон или на камеру. И при выборе видеорежима вместо панорамы вы найдете режим видеосъемки. А это стандартный режим, Slow Motion и два вида Time-Lapse. Кстати говоря, кнопки управления зумом и кнопка для фото и начала записи, разумеется, работают только при подключении через приложение. И да, через приложение при длительном смещении кнопки зум вверх вы можете выбрать камеру фронтальную либо основную. Ну и теперь, конечно же, тесты. Тестировать данный гимбал мы будем при помощи бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 4X. Использовать мы будем как основную, так и фронтальную камеру. И да, часть тестов были сняты на 15-20 градусном морозе. На таком морозе этот стабилизатор использовать по идее бы не стоило, однако было интересно, справится ли он с такими погодными условиями или все же нет. Что ж, переходим к тестам.
В общем, на мой взгляд, этот стабилизатор отлично выполняет свои функции. И когда мне его только собирались прислать, произошла немного забавная ситуация. Мне отправили несколько ссылок для того, чтобы я ознакомился с продукцией компании и выбрал что-то на обзор. И зайдя на страницу стабилизатора, я увидел сумму, то есть стоимость стабилизатора в районе 18 тысяч рублей. Тогда, естественно, очень сильно удивился, поскольку при всех своих достоинствах он этих денег явно не стоит. Однако, когда я уже начал готовить текст к этому выпуску и повторно зашел по ссылке, видать, нажал на правильную ссылку, я увидел стоимость от 5700 рублей до 8000 в зависимости от комплектации. Естественно, за такие деньги этот стабилизатор уже очень хорошее решение, и я его рекомендую к покупке. Кому же пригодится этот гимбал? Да любому человеку, который любит делать фотографии или снимать видео на телефон. Например, людям, которые ведут трансляции в Перископе или Инстаграме, влогерам, блогерам, а также людям, которые любят, например, путешествовать и фотографировать все вокруг. Если у вас телефон имеет очень хорошую камеру и вам как-то хочется поднять качество съемки, то, на мой взгляд, этот гимбал отличное решение. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Вердикт. Пока.